Labas rytas. Nu kaip mėgaisi? Лаборита. Доброе утро. Доброе утро. Ну, понравилось? Ну, было интересно. Ну, наверное, я бы не повторял. Почему? Скажу, к 7 утра уже холодно. Я, конечно, ночью разделся. И мне уже было холодно одеваться. Ну, не А вы холодно, что-то лень. здесь делали? Жили костер. Жили или нет? Сейчас, подожди. Камеру поправлю. Здесь холодно, я здесь сижу и холодно. А здесь уже по-нормальней. Ты в ботинках? Нет. Быстрее залезай. Подожди, сейчас. Ага, что ты разделся? Не холодно, где? Ой. Залезай сюда. Быстрее ногами залезай. Ой-ой. Сын пришел в куртке и в пижаме. Давай, залезай быстрее, у меня мешок. О, Не, нормально в мешке. нормально? Угу. Сейчас я верну. Ну вот. Как тебе? Нормально? Нормально, думаю. Ну, только, да, просто, ну, первые минуты, может, нормально, а потом, когда ты не двигаешься, же понемножку замерзаешь так. Ага. Уже не нормально. Сейчас, видишь, ты дверь открыл, и сюда пошел холодный воздух. Воздух. Смотри, еще потолок. Видишь, светится весь в дырках. А что случилось? Это, наверное, те палочки, какие, которые тыкали. Ну, что-то, мне кажется, дырок многовато или нет? Столько и было. Столько и было. Видите, он немножко так весь, такой стал, такой весь. Такой детский потолок, да, стал? Такой весь выглаженный, да? Ну, знаешь, что хорошо, что он хотя бы не капал? Ну да, здесь все равно, я думаю, здесь минусовая температура была. Да. Теперь мы Не, я смотрел, ночью проснулись. было, ну, типа, 1 градус, 0. Ну, так и было, наверное. Смотри, с 7 утра, от 7 утра было холодно. Вот так вот. А где моя свечка? Не знали, ну, во-первых, чуть-чуть светлее, чтобы не было темно. И не знаю, теплее, может быть. Видишь, Теплее вряд ли. Просто, чтобы свет был какой-то. Ну, и видишь, поставили ее туда в конец. Она сначала стояла здесь, вот она, около головы. А вы тут жарили что-то? Да, готовили еду. Еще будем готовить. Завтрак? Да. А как вы тут будете жарить? Не понимаю. Не вылезай. Мне так нормально. Ты в пижаме находишься. Нормально. Не, залезай. Ноги особый. Особый, Ну ноги. так, как вы тут будете жарить? Ну, жарили, потом покажу, как мы это делали. Ну тут снег, Просто огонь. дрова. Как сверху что-то жарится. Потом покажу я. Увидишь, как мы это делаем все. Ну вот, ладно, хорошо. Сейчас Мишка умоемся и будем готовиться к еде. Рома уже встал. Ну Как, рассказывай. Ну, вначале жарко было, в принципе, когда мы только легли спать. Потом я еще в 5 утра просыпался в туалет сходить. Мне до сих пор было тепло. Я уже там утеплительные штаны снял. Ну и так лег спать. И вот в 7 утра почувствовал, что уже холодно. Ну это обычно так и бывает. Перед рассветом самое холодное время. Так что я тут уже последние 2 часа так подмерзал немножко. Ну, мне все равно тепло было, терпимо. Но я бы уже оделся потеплее бы. Ты разделся, да? Ну да, я в этом подштанниках его.
На самом деле... Ну и кофта у меня тоненькая. Я вот все, я в ней спал. Тоненькая кофта. Я же не одевался. У меня, я не снимал штаны. У меня кофта, капюшон. На самом деле мне не было холодно. У меня, знаешь, какие проблемы какие были? Я не привык спать вот на ковриках, поэтому я отлежал бока. И я что понял, мне кажется, я потом перевернулся на спину и на спине спал. Вот, и вроде нормально было. Ну, и я думаю, хорошо, что мы взяли эти вот матрасы, да, коврики. А то здесь уже холодно. Да, вот это еще утепляет. Холодно, да? Потрогай. Ой, ну так. Ну вот. Ну вот так вот На он полу лежу. светло. Ну, видите, у Ромы такая кофта. Еще вторая кофта, да? Ну да, с ними, наверное. А у меня это броня, да, какая-то кофта. Сейчас не могу показать. Вот. А у вас еще этот? Как будто нормально все сделали. О, смотри, видишь? Да, Что-то вот, начало. смотрите еще, что интересно. То, что касается снега, видите, мокнет. Видите? Как бы натягивает. Поэтому лучше снега не касаться. Вот здесь дырка, Вон, видите? картина наша, Такая смотрите. дырка. Ну вот, видите. Это в 21 году. Тоже строили иглу такую небольшую. Ну, фотография. Ну, она поменьше, там было, может, наполовиночку где-то меньше. Кстати, возможно здесь? Не Вот, знаю. смотрите. Она опускается. А как? Вот так вот опускается. Тает, Не тает, но она садится. утрамбовывается. Да. Тут потаяло вот так вот чуть, видите, вот так ровно стало и все, да? Видите, так вот. Просто когда я был здесь, в прошлый раз, когда еще вы не делали все это, тогда я мог встать почти, мне только вот так надо было сделать. А тут уже вот так все. Гнуться надо. Ну, встань еще раз. Ну, я раньше мог до сюда вот так, а теперь уже все. Ну, видите, то есть она села, ну, минимум сантиметров Ну, может, не 20-30, да? села, у вас очень много матрасов, может, и не села, потому что здесь возвышенность. А, ну, может. Может, и не села. Покажу фотографию. Еще разок. Что мы здесь не делали, видите, здесь образование кирпичей есть. Мы пробуем делать как будто это кирпичи. Но это тоже такая просто снег, когда здесь выкапываешься и спишь. А можно делать еще из кирпичей. Тоже не как блоками тогда строить. Попробуем в следующем году, может быть. Ну, наверное. А что, думаю, готовимся уже, да? Ну, конечно. Ну, Давай готовимся. будем делать завтрак. А что будете кушать? Омлет. Омлет. Как вы? Сковородка здесь, что ли, будет? Да, да. Посмотрим. Умылся. Сейчас будем скоро уже. Игла наша потихоньку садится. Я уже вижу, прямо на глазах садится она. Да. И уже вот если в самом начале я нормально выходил, сейчас уже так головой шаркаюсь. Да, хожу. Вот. Ну и так, эти все дырки появились. Да. Вот все. Прям так. А ты вот засними. Давай, подсниму я. Стену, ту стену покажу. Ну вот, смотрите. Во-первых, здесь вот виднеется свет уже. Смотрите, сколько дырок. Все в дырках. Тык-тык-тык-тык-тык. Это палки были, да? Да. Это все были палки. Но в них можно заглядывать. В некоторых можно, да, сквозные палки, не знаю, видно, во, смотрите. Если сфокусировать, то можно что-нибудь увидеть. Такой, знаешь, так смотришь через дырку, и какой-нибудь самолет пролетает. Грибочки. Можно было, конечно, их помыть, но что-то мне лень идти мыть. Конечно, шампиньоны можно есть, так, надеюсь, они в земле натурально выросли в навозе. Ну, в подвалах растут они. В подвалах. Ну, а на чем растут они? На этом, Ну, на земле. Какая-то почва есть. Нет, там какой-то навоз этот, знаешь, этот есть, этот птичий навоз. Ну, приятного аппетита. Ну. Мне Рома одно время предлагал, говорит, давай делаем бизнес, будем шампиньоны выращивать в гараже. Говорит, там все, очень все просто там. Делаешь такие грядки там, климат там и выращиваешь шампиньоны. Там Грибы- говорит, они растут как сумасшедшие. За сутки вырастают. Ну, вот, так что они
Не знаю, может, я неправильно понял, но, по-моему, там очень много этого навоза птичьего. Так, хорошо. Грибочки порезали. Теперь режем сосиску. Знаешь, что я заметил? Смотри, сиськи стали короче. Ну, люди экономят на всем. Раньше это такие были. Сиськи стали короче. То есть пачка типа такая же самая, да? А чуть-чуть короче сиськи. Ну, там на 20 сантиметров. Знаешь, как молоко продают там 870 грамм. Ну, стандарт, знаешь, многие люди жаловались. Что так дорого, да? Слишком большая сосиска. Я думал, знаешь, жаловались. Типа, что так дорого? Они говорят, сейчас подешевле будет. Есть такой мультик, такой советский, про шапки. Там товарищ один приходил, ну вот, богатый, к этому, кто шапки делает, и говорит, можешь сделать шапку? Вот, он говорит, могу. Он там принес ему какую-то шерсть или какой-то кусок там, не знаю, как называется это дело. Бог ниток. Кайлес. Точно шерсть животного приносил. Говорит, сделай шапку. Он говорит, могу сделать шапку. Он говорит, хорошо. А 2 шапки можешь? Он говорит, и 2 могу. А 3? И 3 могу, и 4, и 5. Он, не знаю, там 6-7 сделал. Все могу сделать. Ну вот. Потом пришел забрать свой заказ. А шапочки такие для куколок. Ну и вот. Зато 6. Ну, так же самое с сиськами. Короче делают. Даже не кажется, смешно звучит, да? Да. Сиськи стали короче. Слушай, ну, может, стандарт есть. У них новый появился, и все. Какой стандарт? Стандарт сосисок. Вот что такое стандарт? Там молоко 870 грамм. Ну, стандарт Что молока. за стандарт? Есть там пинта, там английская, там не знаю, там сколько она, там 400 там, грамм. Литр, унция. Да, все Они имеет придумают свою, там. свою меру. Всякую ерунду придумают. Так, хорошо. Ски пожарены. То есть готовы. Грибы у нас есть. Давай размешиваем яйца. У нас будет рецепт. Значит, берем одно яйцо. На одно яйцо 1 ложку сметаны. Яйца зато огромные. Кстати, знаешь что? Я одно время... Эти яйца, конечно, такие большие. Но мне сейчас подогнали такие яйца. Они как 2 этих яйца. Вот. А вы гигантские видел такие яйца? Ну, я видел один раз. Там бывает 2 желтка. Вот. Ну, а бывает, что 1 желток. Просто огромное яйцо. Как 2 таких яйца. Вот так вот. Ну, не знаю. Мне кажется, что лучше... Может, это были гусиные? Не-не, эти не утиные. Куриные яйца. Но мне кажется, что лучше 2 таких вот средненьких, чем 1 гигантское. Так, бьем яйцо. Ты 1 яйцо будешь или 2? Я 2 буду. Давай 2 буду. Так, у нас нет мусора. Ладно. Сюда положим обратно. Так, хорошо. 2 яйца. Вот. Теперь ложим 2 ложки сметаны. Вот, будем взбивать это дело. 1 ложка. И 2 ложка. Так, теперь берем вилочку. Знаешь что? Я думаю, что уже можно эту сковородку греть. Так, берем сковородочку. Ну вот, взбиваем. Так, погоди. Еще пожарить, давай сосиски. Вот, красиво, да? Нужна была палочка. Ну вот такую вот. Самодельную сделал. Вот теперь ее в походах используем. Давай, давай. Крышка. Да, давай накрываем крышкой. И готовим. Как я проверяю, когда готов омлет? Беру сковородку и трясу. Если ничего, у меня жидко нет, вот здесь жидко есть осталось, значит не готов. Как только перестает что-то ходить ходуном, значит готов омлет. Ну вот так вот у нас такой будет. Идет яйца, подсолнечное масло, грибы. Это. Ну вот так вот. И здесь такой бардачок у нас вокруг. Как бы такой бомжатник, нет? Ну разбросанный. Мне кажется, все время, когда спишь в палатке, по бокам вот
Но пока нужно обкладываться, чтобы не шел холод от стены. Да, еще вот я что сделал, что я еще боялся, чтобы ночью не касаться снега. Я вот положил всякие вещи, чтобы максимально к снегу не прикасаться. Потому что вот матрас у меня прикасается к снегу, его начал сыреть. Вот Ром поднимает. Я вижу, уже готов. Пробуй. Так делаешь, видишь? Мне проще. Прохожу вокруг, чтобы отошел. Давай так. Оп. Такой жиденький, нет? Мне кажется. Не, хороший. И Ну, смотрите. два красивых блинчика. Ну, сейчас еще кофе сделаем. Прикольно, я думаю, люди сидят, смотрят. Он такой уют создает. Знаешь, что я немножко опасаюсь я? Что я немножко боюсь я? Что? Что вдруг это авторизированный огонь. А, Что потом придет с этого, с ютуба какой-нибудь жалоба, смотри, ты используешь наш огонь. Ну, знаешь, что еще? Там же есть какое-то правило, что, типа, знаешь, когда вот делают обзоры, например, там блогерам делают обзоры, они как бы комментируют. да. Ну, вот мы здесь тоже, как бы, может, что-то комментируем. Ну, не знаю, короче, можно, мне кажется, перестать, сказать, смотрите, они используют огонь. Ты можешь написать, чей огонь использовал в комментариях, чтобы люди могли тоже его использовать. Ты как бы, получаешь, его прорекламировал, и он получил какую-то выгоду от этого. Ну, не знаю. Я думаю, там часто работает автоматически. Они даже не смотрят, они просто слышат этот звук, вот этот кричащий. И говорят, это мой огонь. Вы его использовали, вот. И потом тебе уберите звук. Да. Ну, будет очень обидно, если так случится. Если нас за огонь. Да? Хорошо, ладно. Знаешь, что у нас, смотрю, вечером мы снимали час. Да, сейчас еще утром час снимаем. И будет у нас утреннее видео, вечернее видео. Сериал будет. Ну, я думаю, надо соединить его все-таки. Как бы дать шлек и Ну, как соединить? Ну, что мы сделаем ролик там 3-часовой. Сейчас мы такой час наговорим снова. хороший вкусный омлет. Ну, я сейчас пойду домой, возьму майонезик. Как вы считаете, мы такие выживальщики или не очень? Ну, а чем не выживальщик? Ну, выживальщики с комфортом. Я рассчитывал, что баллон получше работать будет. Ну, я беру, я своим баллоном, где обычный баллон, такой баллон, где просто накручиваешь. Я с ним готовил, ну не неделю, но 5 дней готовил точно. Если как ты показываешь, то он раза в 3 больше этого. Я знаешь, что с ним готовил? Я, короче, утром подогревал с ним воду, пил кофе. Потом днем я какую-то еду, там какую-нибудь кашу варил, что-нибудь такое делал. И потом вечером, еще утром я омлет готовил. Вот. И потом еще вечером что-то готовил. Вот, у меня хватало, на 5 дней хватило. Баллона. На 2 человек мы готовили. Так, ну что, жарится там? Ну, на самом деле уже не может уже как. Нет, еще чуть. Не, еще есть. Еще чуть. Ты подвигай, я говорю, если он ходит ходуном, значит не готов еще. Ну, ты доволен ночевкой? Да, в принципе, доволен. Я говорю, если Хотелось, бы, знаешь, опыт такой, поспать в иглу. Где-то еще его попробуешь. Ну, я тоже думаю, что нормально сделали. Поспали, сейчас можешь уже внукам рассказывать, Ну, как ты спал в снегу, как ты в школу ходил там 10 километров. Вот такие всякие истории. интересно, если она была бы меньше, здесь теплее было бы. Да, я как слышал, многие строят иглы поменьше. Там потолок еще ниже. Она вообще вот 2 человека вмещается, все. Вот. И говорят, что тогда теплее бывает. И еще, что еще говорят, что если, например, на улице холодно, минус 30, например, или минус 50, да, у нас это не будет, но минус 30, в принципе, возможно, ну, минус 20, возможно, да, то вообще внутри разжигает, печку ставят, костер, окно, и говорят, что там, ну, нормально бывает.
тоже она промерзает. Полностью не успевает остывать. из-за Вот. мороза. Сейчас она, видишь, немножко так обледенела. Мы сейчас сюда выйдем, придет сюда мороз, и она, мне кажется, покроется коркой такой. Будет стенки ледяные все. Что хорошо, что у нас, по крайней мере, не капало. Кто у других спал в иглах, они говорили, что... Нормально, да, думаю? Думаю, да. Кто другие спал в иглу, говорят, что у них... они, правда, нагревали до плюс 10. Ну, да. Вот, Здесь- и у них на голову капало. И для этого специально я все эти вот эти такие вот выпуклости, я их заглаживал, чтобы такого не было. Выворачиваешь. Думаешь? Конечно. Он сломается. Не торопись. Ну, вот так это происходит. Вот, все, выучил, да? Ну что, я уже буду есть их человеком. Я взял себе майонезик. Ну, Знаешь, что я тебе кофе хотя бы сделаю, да? давай. Чтобы ты не смотрел, как я готовлю. Это грязно все. Схожу в это место. Сейчас потом посидим. Так, сейчас. Кофе. Кофе, скорее всего, здесь. Удобно, когда вот отдыхаешь около дома. Ну да, все удобство. Нет Надо. майонеза, пошел, взял Забыл. майонеза. Пошел, умылся, в туалет сходил нормально. А я помню, там выходишь, холодрыга, там, туалет, там идти куда-то там. Ну, знай, мало удовольствия даже здесь было ночью идти. Да? Но все равно нет, это Когда проблема это- вылезти. Вылезаешь из этого мешка, одеваешь эти ботинки, одеваешь куртку. Вылезти из мешка не проблема, вылезти из этого дома проблема, да? Да. Потому что Тем более у нас же так мы раздеваемся, одеваемся, да, то есть у нас дом здесь, понимаете? Так. Вообще шоколадно. Ну, вкусно? Ты шоколад добавил. Не, вот с майонезом, там, этими помидорчиками. Да, вкусный обед, конечно. Грибочки, сосисочки. Давай кофе заливай уже. Сколько здесь кофе? Хватит на пирушки. Ну вот, заливаем кофе. Сейчас будем кушать. 2 полные кружки получается, да? Или нет? Не, подальше уже. Не хватает? Зерна должно быть. Да. Ну вот, сидим в иглу. Кушаем. Кстати, я же обзорщик еды недавно стал. Ну как тебе завтрак? Ну вот, я думаю, что самый вкусный. 10 из 10. Рекомендую. Не, на самом деле реально вкусный. Сейчас с майонезиком, с этими помидорчиками вообще бомба. Ну вот, так что приходите. Лучший ресторан Иглу. Так нужно его и назвать. Да? Держи кофе. Сейчас еще кофе. Вообще бомба. Хорошо, продолжай кушать. Ну-ка, посмотрим. А вот, знаешь, что еще про печенюшки скажу? Эти печенюшки нам прислали из Ирландии, не из Ирландии, из Англии, из Уэлса. Вот, друг семьи. Вот, и также она еще является подписчиком. И, возможно, она увидит это видео. Покажи. Смотри, как она сверкает. Вот такие пряники. Она сама делала их. Да, видно на камеру, как она сверкает? Ну, да, чуть-чуть видно. Вот, сама она делала. Зовут ее Вика. О, Вика, спасибо. Сейчас мы вот в иглу и скушаем Да. твои пряники. Ну, прикольно. А что делает? Вкусные, хорошие. Это не английский рисунок, здесь, как будто... Это просто печать. Наверное, у нее какая-то была печать. Где-нибудь на Алиэкспрессе заказала. И просто делаешь, и потом печать ставишь. Там разные рисунки у нее. Не только такие. Разные рисунки. Это просто печать. Покажи на камеру еще. Я показывал, камеру показывал, там все было видно. Ну вот. Красиво. Это такие домики, знаешь что? Домики, наверное, такие, типа голландские. Даже вот, в Литве, в Клайпеде такой стоит. Это склад, который, мемель. Вот. Он такой похожий. Но вообще этот стиль такой голландский стиль. В Кириняне такие домики есть. Это на Сталиной площади, да? Ну вот.
В Германии, думаю, много таких. Швейцария. Не знаю. Я видел такие вот, я видел и видел в этом. Голландия. В Амстердаме. Ну, уже остыл кофе. Ну, знаешь, смотри, она стояла, но она не холодная, она такое, ну, теплая, да? Угу. Да, ну вот, да, она теплая. Но она, смотри, этот термос, он стоял прямо во льду. Он в снегу лежал всю ночь. Да. То есть я его сделал и положил там около стенки, и он там бедно морозился. Еще чай налить можно. Чай может побольше. Получше держался. Почему? Ну, это для еды термос. А для чая немножко по-другому. Может больше работать. Как то самое. Не. Там Чается? пишет там 12 часов, 16 часов. Есть. Я думал, что термос одинаковый, просто разный Нет. диаметр. Это же для еды это было, да? Очень хорошо держит горячую долго картошка. Где у меня есть такой термос, он многослойный. То есть такой термос, и в него вставляются еще маленькие тарелочки. Я вот замечал, что если кладешь картошку вареную, например, на дно, то еда гораздо больше. Не, ну люди же В дышат. разы дольше остается. В 2-3 раза дольше, чем если такой рис положил, гречку. Они быстро остывают. Люди даже лечатся, как картошка, да? Я такой маленький был, Есть. как косулю картошку наваривают, потом такое полотенце накрываешь на голову и типа дыши. Не дышишь. Там в этой бане сидишь. Ты типа там глубоко дыши. Прогревай легкие. Открываешь руки, чтобы полностью там прогреться. Ну не знаю, помогало вроде. Наверное. Хотя слышу, это так себе занятие. Ты можешь обжечь себе легкие. Ну вот эксперт у нас есть, наверное. Подписчики, расскажите, Я тоже дышал неоднократно. дышали ли вы? Вот, и что вы думаете, полезно, не полезно? Какая там техника правильная? Вот я детей ращу, не знаю. Мне детей так я не мучил. Оно только для интереса помучиться. Пускай Я что-то пробовал, но что-то они там как-то убегают быстро. кружки хорошие, но ручки холодные очень держать. Потому что это... Хотелось, чтобы она была прорезинованная. Летом комфортно будет. Зимой хочешь, чтобы потеплее было. Но если есть перчаточки легкие, то нормально было бы. Но мне прям холод идет. От ручки холод идет. Ну что, пьем кофе. Кушаем пряники и уже пойдем на улицу, да? Рома уже собирается ехать домой. Я думаю, еще, может быть, печку сделаю снегом с детьми. Обычно выживальщики, они просто снегом протирают. Поели, сразу снегом протерли. А если очень грязно, то песком, да? Ну, песком вряд ли можешь поцарапать. Не, ну если это поцарапаешь, да? Ну знаешь что? Вот эти Песком выживальщики- обычно низ, если обгорел, песком можно Нет, почистить. смотри, тут у нас такой типа тефаль, да? Вот. А эти, которые, ну, вот, там кастрюли всякие разные, все уже волнуются. Ага. Звонят родители, жены, дети. Где ты, папа, где ты? Все, ладно, пока что выключаем мы. Рома уже, наверное, поедет скоро. А я еще сделаю с детьми печку. Или что получится. Да. Все, прощаешься, Ром? Все. Пока. Рома все уже прощается с вами, а я еще, может, немножко останусь с вами. До свидания. Ну что, добрый вечер снова. В прошлый раз мы ночевали с Ромой, а в этот раз будем ночевать с моими детьми. На улице сейчас -9. Вот наша красавица иглу. Дети там уже внутри. В прошлый раз у нас было только вот это иглу, большое. А сейчас мы построили второе иглу. Вот такое вот. Оно кажется небольшое, но на самом деле для пары человек там места вполне достаточно. Вот так вот. Но мы вернемся в наше основное иглу. Дети там уже расположились. Заходим к ним. Так, ну вот они сидят здесь. Нас ожидают. Готовятся к ночи. Что у нас изменилось? Значит, смотрите. У нас осталась изоляция. Эти скатерти тоже остались. Матрасы остались. Но в этот раз мы положили больше вот этих ковриков. Также наверх мы положили одеяло. И наши неизменные спальные мешки. Я буду спать с младшим сыном в одном спальном мешке. А средний и старший будет спать тоже вместе. Вот, ну что, начинаем?
будет немножко сложно вместиться. Вы думаете, сложно будет? Мы там уже не вмещаемся. А то, ты чуть вместился, а мы еще одежду надели, и не знаю. Да, вы тепло оделись, но у меня больше нет спальных мешков, а покупать новые спальные мешки, ну, чтобы один раз поспать, как-то жалко. Но мы взяли еще такое вот верблюжье одеяло. Я думаю, что не замерзнем. Да, ну, Хотя сейчас на улице минус 9. очень мягкое одеяло и очень... Ну, у нас таких пару одеял есть. Также вы будете спать вместе, и вам будет вместе теплее. Будет? А сколько здесь градусов? Я думаю, что внутри иглу будет, наверное, +1, +2. Папа, смотри, здесь все хорошо. Тепло, но неудобно будет. Почему? Вдвоем не помещаемся. А, и так, знаете что? Также мы изменили двери. В прошлый раз у нас была такая вот одеялка на двери. И В этот- палатка. А? И палатка, да, ее припирала. А в этот раз я сделал такие вот двери. Я думаю, что они будут лучше. И мы сделаем двери. В прошлый раз они были такие наружные двери, а в этот раз будет у нас внутренние двери. Я думаю, будет меньше щелей. Также я сделал вот вентиляцию здесь. И закрыл много дырок. Но закрыл, но я думаю, что, возможно, они за ночь снова появятся. И также сделал вентиляцию, что если будет слишком жарко, излишнее тепло будет через нее выходить. Потому что если не сделать его, то саму иглу все равно эту дырку сделает, еще будет что-нибудь капать. Сколько сейчас градусов, скажи? Ну, где-то, может, минус 0,1. Сейчас -1. Сейчас -1. Вот, я думаю, что будет таких +1, +2. Также нас здесь 4 человека, поэтому я думаю, что мы если надышим, и будет вполне тепло. Я думаю, что будет таких +2, +3. Ну, готовы спать? Может. Да, только мы еще хотим здесь поговорить. Хорошо, поговорим немножко, может быть, в карты поиграем, что думаете? Хотите в карты поиграть? Может, до карт посмотрим. До карт смотреть не будем, но в карты поиграем. Страшные истории. А ты знаешь страшные истории? Но ты знаешь. Ну, я одну расскажу вам. Одну историю знаю я. Ну что, сыграем в карты? Давай. Давай. Поиграем в дурака. У вас в классе умеете играть в дурака или нет? Не очень. Не, да. Сейчас, мне кажется, в последнее время эта игра чуть не очень популярная. Как думаешь, почему? Не знаю. А в какие игры у вас умеете играть в классе? В телефонах. Уно. Не, не с телефона, в карты. Уно. Ну, у нас есть. Уна, да. Что еще? Мемо. Там, где карты надо. Там, где надо Там, смотреть. где должны нас быть тоже те же нет. самые. Угу. Переворачивать, да? Пары собирать. Тогда что еще есть? Фермера, ну вы не знаете такую игру? Какая игра? Фермера. Фермер, ну. Ну, у нас, короче, в классе это да. Карточки это надо собрать. Карты мало. Да, У ты нас играешь. сегодня принеси уно. А в морской бой умеете играть? Да, Да. Я умею, Не но все, ну мало да. кто. конечно. Где-то 90% умеют. Умеете играть в морской бой, да? У нас, Конечно. ну, Мне не у нас почти. 50. У меня половина класса не знает, что это, а половина 50 класса классов. знает. Да, сейчас по 6 карт. Что вот По 6? карт. Да, чтобы чтобы было было. побольше шоколада. Чтобы было бы нормально играть. Сколько карт уже? 6. Раз, два, три, 6. Да, у нас почему-то мало карт, да? Все дома. У меня плохие карты. Хорошо, у меня троечка снова. Это. У него снова козырный туз. Да. Агата тузала, точнее. Ну, Мне подкидывает. Папа гулял. так, пятерки, да? Мы играем переводного, да? Да, сейчас мне А переводишь. нежелательно. О, мои карты. Твоя вообще это брать. Так. Тузяра. Итак, А что, я не могу? Могу подкидывать. Нет. И Маркос нет, ты не Я совсем. вот эти два подкинула. Не могу. Ну все. Всё. 5 скаут. Но он козырку выбросил. Ну, это хорошо. 5 скаут. Еще могли отнять. Бери. Так, ребята, мы уже готовимся ко сну. Двух детей положил в один спальный мешок, а я буду спать с младшим в этом спальном мешке. Все, спокойной ночи. Включимся уже рано утром и посмотрим, как выспимся. Ребята, время сейчас 1:00 ночи. Я посмотрел на градусник, он показывает +1. Дети вот спят. Вроде им тепло. Все. Всем спокойной ночи. Увидимся утром. Всем доброе утро. Расскажу вам, как прошла наша ночь. Заходим в иглу.
как я раньше говорил, что мы спали с детьми по 2 человека в одном спальном мешке. Было немножко тесновато, но в принципе более-менее нормально. Мешок застегивался не полностью, поэтому дополнительно еще накрывались таким вот верблюжьим одеялом. Температура ночью примерно была 0 плюс 1. Было так прохладненько, но мы были одеты неплохо, поэтому более-менее ночь провели. На самом деле, но я всю ночь не спал, все время следил за детьми, так как они любили раскрываться, я их каждый раз накрывал. И даже был такой случай, что Марк вообще вылез из спального мешка и лег рядом. Вот. И потом была проблема даже его обратно засунуть. Не хотел он с просонья лезть обратно в мешок, но засунул я его. Дети проспали до 6 часов утра, скорее всего по привычке, потому что они в 6 встают в школу. Вот. И снова встали в 6 утра. Вот. Поэтому всем пошли домой. Они там пошли смотреть мультики. Я их немножко покормил, а сам лег спать. И там часика 3 поспал. Сейчас вот проснулся. Мы снова пообедали. И вот вышли на улицу. Вот так прошла наша ночь. Ладно, ребята, все, пока что отличаюсь. Потом еще что-нибудь сниму для вас. Снова всем привет из деревни эскимосов. Посмотрим, какая температура сейчас на улице. Так, а на улице сейчас минус, ну немного, минус 3, минус 4, наверное. Минус 4 градуса. И мы будем готовить еду. Готовы? Хорошо, я сделал такую печку. Смотрите, вот такая печка. Немножко тень попадает. Просто снег. Здесь я посверлил дырочку с трубой. Здесь и здесь. Я видел в всяких роликах про выживание, делал такие печки. Там, правда, я сверлил с трубой. Они просто палкой тыкают и все. Ну, вот. Но у меня есть возможность, у меня есть труба. Вот, и будем сегодня готовить яичницу. У меня, значит, есть масло, приправы, яйцо, бекон. И это наша такая, ну, типа сковородка. Мне жалко было сковородку нормальную портить, поэтому вот такую вот я взял, металлическую. Значит, у нас есть дрова. У нас будет дровяная печь. Смотрите, осторожно. Значит, ложим вниз такие для розжига немножко. Вот, смотрите. Да, вот. Да, падает, да? Вылетает. Хорошо. Добавляем дрова. Вот, дровишки кидаем. Подожди, это немножко добавим попозже. Давай такие вот дрова кидаем. Давай толстую, может загореться. Так. Немножко кора у нас есть вот такая березовая, сухая. Вот. Хорошо. Дальше кидаем. Эти немножко для розжига берем. Еще наверх. Кидай наверх, там же выше. Так, вот, еще закидали. Так, можно обычные щепки, но у меня все это есть, поэтому в домашних условиях, ну, не знаю, уже может много. Да, все, хватит. Не, все, хватит, давайте немножко мелкие добавим. Вот А то такие. быстро все растает. Не знаю, потому что, может, мы забьем печь, я боюсь. Так, значит, хорошо. Так, давай с мусор соберем. И посмотрим, реально ли сделать себе еду просто вот в такой вот снежной печи. Как думаете, реально или нереально? Думаете, реально? Конечно. Думаете, если папа делает, значит, это получится? Не обязательно. Ну, посмотрим, я сам не знаю. Некоторые смеются над этим способом. Некоторые говорят, что все нормально, вы просто не понимаете физику. Ну вот, посмотрим. Так, как мы зажгем теперь, я не знаю. Надо как-то снизу зажигать, наверное. Нет, Давай, снизу. ветер будет. Так, уже проблема у нас началась. Огонь горит или не горит? Помешай, давай пошли. Так, кто-то здесь уже понажимал. Маркос. Все, было. Горит, хорошо. Давай, держи. Зажигаем нашу печку. Хватит. Так, снимай огонь, снимай огонь. Так, уже первый для розжига начало гореть. Но пока не Ты знаю. снег таешь. Ты там иди. Нужна кочерга, сейчас. Так, надо палочку зажечь. Так, ну смотрите, снимай. Вон. Значит, у нас уже горит огонь уже. Держите, хватит. Так, и будем жарить яйца. Смотрите, какой огонь горит уже. Nu aš galvoju, nevažiuokit, nes čia kalniukas bus. O jūs čia mašina paliksit?
O jūs čia trumpam, jo? Tai gerai, разжигай. Ну вот, значит, разжигаем огонь. У меня гости уже приехали. Так, ну пока смотрите, пока что не особо тает. Не особо тает. Хорошо, я думаю, что уже пора. Да? Ложим нашу сковородку. На, лакик. Mes čia maistą gaminam. Eik, aš matau kiaušinį. Palakykit kamerą tada. Eikit. A to man sunkiai. Aliejai, bandysim. Pala, ar čia ką man reikia? Nieko nereikia, tik tai... Va, ką matytus kiaušiniai Jo, ir, jo, jo. nu supratau, vaikai pasitraukit, kad nesprūktų ugnis čia. Aš nežinau, šiais не исправь, šiaip malkos. Nu. Так, герой. Наливаем огонь. Eik, tu sa. Масло подсолнечное. Так. Ant sniego. Žiūrėk, ten būtinai namuose replės yra, neš replės greičiau. Labą dieną. Nu, labas. Так, ну, aliejus jau dega. Biškai Vat nelbatėsi. geri pusryčiai, ne? Užsidėk tą. Kur yra mėta mano? Kryvai. Nu jau kaista, jo? Čia 5 minutės, čia reikia tiek ilgai. Jo, filmuokit viską. Viską? Jo, viską filmuokit. Так, nu aliejus jau dega, jo? Dabar kiaušinį kažkaip sudaužyti. Kaip kiaušinį sudaužyti. Į kamputį? Nu jo, bet čia būtis dega. Tai tą staliuką. O, peilio nėra. Nu nėra, nepasirašė. Šakutė, va, šakutė yra. Taip, palauk, peilio. Ai, filmuoti. Tai sekasi. Puikiai. Šitą nesąmonę sudaryti. Mes važnyčiai buvom. Nuodėmės visas atleido mums, tai dabar galim stoti pirmadienį jau. Dega mūsų pačius. Nu, Так, bet čia ant tokios kompanijos viens per mažai. mes kol kas bandom tiktai. Так, ну кепаем. Так, приесканės pridėsim. Biškai ugnis per didelis, jo? Aha, dega. Oi, verčiam. Так, kur replis yra, kur replis? Replis atnešėt? Kur replis? Dega, juoduoja. Ant stalo replis. Juoduojasi. Juoduoja. Reikia, dangtį reikia. Beikonas. Nu, tai kriška. Palaukit, reikia. Reikia. Mėsos gi mes norėjom dar. Bet gal kiaušinį versti? Ne? Čia daug labai Biškį dega, tų patarėjų. Aha, patarėjų. Vienas Jo. darbuojas, o 5 čia kaip keliuose kur nors. Kaip jūs pastatė tas piramidas? Eik, tu kaip čia. Pastatė tas piramidas? Tas sniegą dėdė patrūkti vatų tada. O tas ir tas pastatė. Tai čia lėkštės? Tai kiaušinis iškešė lėkštės Kur? sudėks. Nu, Kita pusė, vervės kiaušinį kitą Op, pusę. į viršų. kur? Op, į viršų. Nu, Dar padėk mėsinės Labas. kampas. šiaip kepa, jo? Labai gerai kepa. Išeina, jo? Bet Galim įsivaizduojat, padaryti. kaip čia skanu ant tokios kompanijos. Vienas kiaušinis. Labai daug man padėjau. Aš galvoju, O, Tėvo dalykai. так, pafilmuokit video. Vidu? Jo. O, Reikia uždėti. žinau, kliuoti vidukės darosi. Jo. Mūsų tėčiai. Gerai, kepam toliau. Nereikia, taip jau čia šalta. Pusė ledų ištirpo. Так. Nu. Nu, gal taip padėsim. Bijau, kad nukris į vidų, jo? Davai pisas pakepam. Vaikai. Так. Šaltas pisas pašildom taip. Nu, aš nežinau, reikia, kur lentelė, tai reikia pervesti. Tai turi vyras užsiėmimą, ne? Nu, va. Na, šveicu. Opa. O, turi užsiėmimą. Bet ramiau nei medžioklė, kai išvažiuot. Давай šitą mėsytę uvers. Так, šitą reikia irgi. Bet ugnius užgeso. Nu, jau, užgesta, mažai melk. Žėja, aha. Так, ну, aš galvoju, iškitam, jo? Nu, что будет кушать? Aš palauksiu. O kodėl tau kitą pusę? Так, užteks čia. Išjungiam. Ne, filmuokit. Filmuoti čia? Jo. Čia filmuoti viską. Jo. Čia Nu, real life. Dego viskas. Nu, kas ragauski? Išėjo kitų mainę. Šiaip gerai. o čia kasdien taip pasimis. Kas norėtų? Kasdien. Pas mus kasdien statybos. Aš supratau.
Nu ką man čia dabar filmuoti, kaip Filmuok, jūs filmuok. valgot? Jo, pamokit. Ai, kai valgot. Ну, Jūs irgi galite ragauti. kas nori mėsos? Давай, кушай. Так, ну, taip вот. Labai skanu. Liuks. Все, gerai, ačiū. А сегодняшний день мы закончим на горке Утрю. Здесь есть лыжная трасса, находится недалеко от Горздая. Ну, поехали? Да. Дети мои. Так, поедем сейчас. Это, по-моему, синяя трасса считается. Вот такой день с ней получится. И поспим, и покатаемся. Все успеем. У-ху-ху! О, полетели мои ребята. Ха-ха. Ну, как учился? Нормально. Как день тебе понравился тебе? Да. Хорошо, всем пока. Пока.